with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us, and we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Ну, приветствую вас, вы дорогие любители Азии. Я пыталась максимально остыть от этой ситуации, но я думаю, все мои чувства будут изображены всеми звуками, которые, скорее всего, подберет мой замечательный микрофон на этой электронной улице города Пусана, района Чомподон, потому что это электрическая улица Чомподон, и она очень взаимосвязана с тем, что я сегодня собираюсь вам рассказать. А это что произошло за кадром съемок KBS канала. Произошло столько всего, из-за чего я, в принципе, и раньше-то не особо соглашалась и не хотела, да и в этот раз-то не хотела, но произошли некоторые ситуации, из-за которых мне пришлось согласиться. Ай, кажется, зря я это сделала. Так что готовьтесь, будет очень длинный ликбезис, чаек, кофеек, там снеки, и поехали! Ну что же, мои дорогие, начнем с того, что я отказала многим каналам, и вы об этом знаете. Я не раз об этом даже рассказывала у себя в Инстаграме. Если вы пропустили, значит, вы, скорее всего, не подписаны. И я, в принципе, на протяжении уже почти 2 лет отказываю каналам в участии в каких-либо вообще даже безобидных телешоу. И причины тому достаточно весомые. Я думаю, сейчас я вам все расскажу, и вы поймете. Даже вот просто сразу отрезаю все возможные плохие, знаете, такие варианты передач, типа там, знаете, «Я и свекровь», там «Наша семья» и так далее, когда они пытаются, ну, явно, понимаете, скандал, интриги, расследования. И каждый раз, когда они даже со мной связываются, вопрос вообще, откуда телефон, непонятно, они меня спрашивали, а есть ли у вас проблемы с вашей свекровью? Нет, со свекровью у меня проблем нету. И вот тут как бы, ну как же так? Почему у вас нет проблем? Ну потому что их нет. И, понимаете, с одной стороны, они явно сделают все, чтобы эти проблемы типа появились, и поэтому ты явно не хочешь в этом участвовать. Либо, даже при условии того, что они тебе обещают бесплатные билеты в Россию с матушкой, встретиться с папочкой, встретиться, да, нет, ты отказываешься лично по одной причине. Потому что ты знаешь, что они там сейчас такой пипец разведут, что ты потом просто будешь ходить красный как помидор, потому что им нужен... Что правильно? Рейтинг. А рейтинг как добивается? Правильно. Интриги, скандалы, расследования, эти бедный мой. А вот они такие нашу культуру не принимают. Ну, как бы, понятное дело, что сейчас они пытаются максимально сделать так, что... Ну, вроде как все наладилось, да, то есть мы хотим показать, что мы любим иностранцев, но все равно, опять же, в трендах находятся скандальные моменты с иностранцами. Не милая, белая, пушистая даже уже, представляете, уже не милая, и не белая, и не пушистенькая. И вот со мной связывается KBS. Я предварительно им уже один раз отказала, и даже, ё-моё, даже не один раз, родные мои. И как бы был еще тут MBC канал, и я как бы вообще не хочу с ними связываться, и тем более с какими-то, знаете, ихними дочерками в виде, ну, мы не основная линия канала, а вот, знаете, мы вещаем на какие-то такие интернет-ресурсы и, я знаю, типа кабельного, что ли, вот что-то в этом духе начинает связываться, а это же типа вроде детище от KBS, там, или MBC, или SBS, или там TVN и так далее. Таких, понимаете, каналов очень много. Много они вам не заплатят, сразу вам объясняю это, потому что если это дочерка, дай боже, вам хотя бы 100 дадут. Вот поверьте мне, даже могут и 100 не дать, а могут даже и 50 не дать. В моем варианте я вообще думала, что будет все бесплатно. Ну, как бы я отказала сразу, хотя они мне там расписали следующее. Ой, мы нашли ваш канал, и он такой классный, и мы хотим снять о вас передачу, потому что вы единственный блогер, которого мы здесь нашли, который вроде как и работает, и снимает видео, да еще у него есть такая семейная жизнь, а еще он такой социально активный в жизни, да еще и в Пусане, а не в Сеуле где-нибудь. И ты сидишь такой думаешь, вау, не может быть. Что-то как бы, не клеится, да, дорогие мои, ну вот что-то там не то, вот прям чувствую подводные камни. Понимаете, это, в принципе, уже странно, что с тобой хотят снять видео, потому что ты иностранка. Сейчас вот я описываю картину, готовьтесь, да, вот рисуйте картину. Я иностранка, живущая в Пусане, которая сама по себе работает, да еще и участвует в социальной жизни города Пусана. Это типа, знаете, я там то сапотаджи BDS, да, то там на какие-то мероприятия хожу, опять же, под покровом какого-нибудь сапотаджи, то есть я
репортер или какой-нибудь там Black Friend или так далее. То есть я всегда пытаюсь участвовать в государственной программе, чтобы что-то снять, и чтобы мне за это как бы люлей не наваляли, понимаете? Потому что, опять же, правила съемки здесь, ну, такие очень вилами по воде писанные, поэтому, знаете, потом, когда ко мне прилетят какие-нибудь пенальти от высокостоящих лиц на канал, который без того задыхается и умирает, мне как-то, ну, не очень хочется, мне ж по фану хочется делать, а следовательно, у меня вроде как официальное разрешение есть снимать и так далее, и поэтому они все это собрали, они нереально заморочились, они проверили мой инстаграм, проверили, где, что я была, и то, что я вроде как участвую в какой-то геймерской, сейчас вот, да, получается, программе, а это Busan Global Game Center, и я должна там озвучивать определенные события, участвовать в этих событиях, что самое интересное. Ну да, корона всех подрала. Ну, не об этом суть, да? И вот когда они, получается, увидели, что я участник BGC, они с ними связались, и те связались со мной, чтобы я тем ответила. Вот представляете, как они заморочились, чтобы я им дала, как бы, в принципе, ответ, который я им не давала все это время. Ну, как бы лично для меня, родные мои, это, знаете, вот через голову прыгать. И, в общем, меня, естественно, ребята на BGC убедили, потому что как так? Ну, они пойдут снимать меня, как я участвую в BGC, как я снимаю BGC. А там как раз должна была быть встреча, должен был быть урок с человеком, который был рассказывал, как я понимаю, за будущее и спорта, как бы именно в формате стримов. И это было дико для меня интересно. Понятное дело, что я могла бы взять у этого человека интервью и так далее. Они были дико рады, что я это тоже буду снимать, что мы пойдем туда вместе. В купу давайте мы снимем, как вы еще на работе работаете, а вот там вот у вас... И вот надо с мужем немножко снять. И я такая говорю, я не хочу показывать мою личную жизнь. Они начинают меня облизывать, как это ведется, очень грамотно и красиво. Сидишь уже, в принципе, понимаешь, что, ну, блин, ну, ребят, ну, это... Что вы от меня хотите? Кукче капл, то бишь международная парочка? Не выйдет. Основная масса всех блогеров, они либо продают, либо моделируются, да, там в модельчиках бегают, потому что позволяет возраст и внешность, либо они там как-то вот через мужа что-то там опять такое непонятно делают, но опять же self-employed. То есть, в принципе, некоторые еще тенгенальба могут делать, то бишь это разовые какие-то подработочки, да, и в редких случаях народ реально так впахивается, что им явно не до блогинга, и поэтому эти люди блоги особо-то и не ведут. Будем честно говорить, те, кто реально впахивается, они не ведут блоги. Вот посмотрите на меня. Я сейчас начала впахиваться, у меня как бы вроде есть время, чтобы это сделать, но нет той самой волны, чтобы делиться с вами, мои родные. Я ее накапливаю, чтобы потом вот так вот взять, встать и вам, собственно, послать эту замечательную волну возмущения, негодования и просто бомбического пукхан-взрыва моего ванга, понимаете ли, предсказательного места. Ну вот, в общем, меня долго облизывали, меня, соответственно, со стороны BGS тоже, значит, так давайте вот так вот. Так. Я им в лицо говорю, ребята, я не кукче капл, то есть не международная парочка, я не хочу показывать свою личную жизнь, потому что это моя личная жизнь, а я знаю, что вам это интересно. Мне наплевать, чего вы от меня хотите, но если вы хотите снимать меня, снимайте меня, пожалуйста, куда вы там меня хотите запихать, что вы там от меня хотите, пожалуйста, делайте все, что угодно, хоть дебилы из меня сделайте, но вот давайте без личных вот этих отношений. Потому что, поверьте мне, я не хочу это светить никаким образом, потому что, ну, не у всех все гладко, не у всех там, знаете, люди хотят в камеру смотреть, и в моем случае кое-кто не любит на камеру вообще, в принципе, красоваться, если вы понимаете, да, угу. Он очень редко там появляется, и как бы слава тебе яйца, знаете, потому что люблю себя любимую, да, спасибо, self-love и все такое. Нет, ребят, просто реально какие-то вещи лучше оставить за кадром и явно не пережевывать и не давать пережевывать другим, чтобы они там догадывались, что-то там, знаете ли, или как это сейчас у нас модно говорить, димили, дионили, или как-то там, поправьте меня, если что, вот в комментариях. А здесь, в Корее, это вот просто разнесут под орех. Если вот ты дашь хотя бы малейшую почву для этого, они тебя разнесут под орех. Поэтому у тебя должны быть идеальные отношения. Вы такие влюбленные, что вот просто не к чему придраться, сиди, завидуй, сопли пускай, там радужные пузыри, розовые, как говорится, выделения желчи, т.д. и т.п. Либо обратное совершенное, да, то есть у вас все должно быть безумно плохо, чтобы люди зацепились за эту косточку и переживали ее там в нано просто материал. Ой, как любят это делать корейцы, похлеще наших, между прочим. Поэтому, понимаете, когда вы находитесь где-то посередине, когда вам, в принципе, и комфортно, и вы такие, знаете, ну не вот это, вот это. О, дорогая.
Ну, как бы, знаете, ну, я дико извиняюсь перед действительно соулмейтами, парочками, ну, просто как бы, да, я немножко утрирую, но все равно для меня многие вещи выглядят именно так. Почему? Потому что я, в принципе, как бы издавна не любила на людях показывать свои отношения. И когда мои друзья даже между собой сидели, там, хотя бы обнимались, или, не дай боже, начали сосаться, не чмок там, потому что встретились, не там, ну, за ручку, потому что, ну, вот потому что, а там просто начинается вот это вот уже, вот все вот это вот эти обнимания, ой, дорогая, давай я тебе что-нибудь дам. И ты сидишь такой, думаешь, ребят, вообще-то мы встретились пообщаться, поговорить, а не вот делиться вот этими маленькими мирами любови на четверых. Вот сидят 4 пары, из них только я вот со своим тогда бывшим человеком сидели просто рука-лицо. Они все сидят, сосутся, а мы вроде встретились пообщаться, там, знаете, кофе попить. И вот здесь, походу, делают что-то вот такое вот происходит между соулмейтом, они вот живут в своем каком-то бабле, и они без проблем могут это показать, при всех условиях того, что Корея, ну, не очень такое тоже показывает, но показывает. Как в драмах. То есть вот это вот показать, как в драмах, это круто. А вот все остальное, там скандалы и так далее, конечно, они не любят показывать. И вот, знаете, вот это вот показушничество на улице, оно просто вошло на новый уровень. Поэтому, ребята, это просто нереально, что они от тебя хотят и что они могут нарисовать, в принципе, на самом уже эфире. Они могут тебя снять, все будет замечательно, все будет гладко, а в итоге они там потом такого наговорят, такого сделают, что ты, в принципе, понимаешь, что может выйти. И как бы со всеми уже опытами работы на КНН, слава богу, здесь мне вообще говорить нечего, там действительно была чистая работа, я дико ее люблю, до сих пор сравниваю все остальные подработки с ТВ или, в принципе, с какими-то съемками именно с КНН, потому что они самые, как мне кажется, честные. Потом была работа на MBC, когда из меня дурака делали, я не понимала, почему, ну, понимаете, тут вот как бы пока еще не было осознания и понятия того, что вы вообще из меня дурака делаете-то, вот, да, и я была дико просто во взрывном каком-то состоянии от того, что они от меня требовали, потому что, ну, ребят, ну, ё-моё, я на 21 этаже жила, мне вот этот 3-й этаж, и говорить о том, что там, о боже мой, как высоко, до сих пор не могу забыть этот момент, потому что, ну, блин, ну, окей, я вам сыграла Джима Керри, им не понравилось. И мне понравилось, как я сидела там, значит, на этой лестнице, типа, о боже мой, там так страшно, я вроде до 20 этаже жила, ну, что-то туда смотреть, так страшно, так страшно. Они же это именно просили. Пединим именно это показал, я тупо за ним просто вот точь-в-точь повторила. И когда они начали говорить о том, что не-не-не-не-не, мы не будем заострять внимание на ваших отношениях, мы просто скажем, то есть, ну, типа, мы покажем вашего мужа, как вы вместе кушаете, а все остальное все у вас будет, вот все у вас будет. 이곳에 오늘의 주인공 밀레나 씨 부부가 나타났습니다. 야, 그러니까 뭐 주먹을 내면 몇 칸 올라가고 이런 거죠? 두 사람 어떻게 이렇게 죽이... 아우 신혼부부처럼 달달합니다. Ты сидишь, думаешь, странно. Неужели действительно хотят показать с хорошей стороны иностранца? Тут еще, значит, с BGC, давай, они еще нас с ним. Потом такие говорят, мы еще хотим снять вас на работе, спросите ваших работодателей о том, что они думают о вас. Ты сидишь такой, думаешь, ну ладно, раз такой прям объем идет, и все такое нацелено на то, что вообще-то иностранцы здесь не только блогить умеют и на шее у мужиков сидеть, да, они еще и работают, впахиваются, а еще они гики и нестандартные личности. И сравнивать с другими, как бы, похожими иностранцами нельзя, особенно меня. Окей, это было уговоренное, и я соглашаюсь. Угу. И тут понеслась. В течение недели произошли, естественно, казусы с коронавирусом. Соответственно, на почве чего произошли просто такие достаточно глобальные изменения, которые, на самом деле, я понимаю, что вообще смысла вообще не имели места быть. Они отказываются делать съемку в месте моего работы, это больница, с которой я уже договорилась, там все уже такие на ушах стояли, там уже чуть ли не уборку всего здания заготовили, потому что больница чистая-то чистая, но в рабочих местах там, вот знаете, вот любительство складбищенства в Корее, оно и в офисах также тоже поддерживается, вот, и, соответственно, они хотели как бы красиво, так невзначай сделать себе рекламу за счет меня, но я думаю, в принципе, меня, наверное, за счет этого-то и взяли на работу. Осознавая, что могут быть вот такие вот варианты, с каналов могут прийти, меня снимать, и заодно их снимут. Ну, как бы это логично, спасибо, я буду стараться, чтобы это происходило, чтобы оставить себе вот это замечательное рабочее место. Вот, но они сливают это, они сами звонят, извиняются, вот эти там разводят руками, в чем проблема, почему. Я говорю, я тоже не понимаю, почему, потому что, ну, как бы это часть моей жизни, и это тоже надо бы показать. И в итоге они сосредотачиваются после 7 изменений сценария на таком варианте, как мы идем на достопримечательности, я иду как бы на тренировку своего, соответственно, мужа, на которую я никогда в жизни не ходила.
Я ходила только на соревнования, только на какие-то джемы и пати. И я им это сказала, несколько раз сказала, что я не хожу на тренировки мужа, я ему не мешаю, у меня своих дел хватает, мы вот как бы вот эти вещи сейчас не совмещаем. То есть он занимается своим делом, я занимаюсь своим делом. Ребята, ничего, что мы 7 лет уже как бы вместе-то как бы сожительствуем, и нам нужно свое время, свое пространство какое-то, да, там общение со своими друзьями, чтобы потом уже, да, где-то на серединке встречаться, там, му-му-му, мя-мя-мя, или гав-гав-гав. В итоге они заставляют меня прийти к нему на студии, где он занимается со своими ребятами. Ну, как бы они там контактиками обменялись. Опять же, спасибо, мне никто не сказал. Да, конечно, пользуйтесь, конечно, родные мои, мне не жалко. Вот, как бы карма из-за бичи. И как бы я знаю, что вот такое вот безалаберное уже в который раз поведение людей, ну и даже мужа, который думает, что это так оно и должно быть, оно как-нибудь вернется ко мне. Потому что если раньше я на это злилась, сейчас я просто карма из-за бич, чуваки. Вот, они, вот честно, они целый час снимали, точнее он снимал, как они танцуют, как они там практикуются и так далее. Потом я должна, типа, вдруг войти и, типа, ой, милый, ты так классно танцуешь. И потом я должна объяснить, почему я вдруг влюбилась в это чудо-юдо, да, моего мужа. При том, что как бы мы должны были бы эту историю рассказать вроде как дома. А тут опять все как-то вот переделывается, окей, и как бы я говорю, что вот за что он мне нравится в плане танцев. И я говорю это более таким, знаете, ну, высокоуровневым корейским языком, то есть говорю, да, у него есть очень много таких вот индивидуальных, очень таких уважающих и уважительных моментов. Он невероятный актер, потому что вроде бы он такой милый, белый и пушистый в жизни, но так только он заступает на сцену, его характер меняется. Он с одной стороны клоун, с другой стороны гэнгста. И когда люди с ним начинают соревноваться, это просто огонь происходит на сцене. И вот что это в этом духе я как бы сказала, на что камерамен смотрел на меня просто стеклянными глазами. Вот нет, вот скажите, Мирёк Чоги Буя. Ну, я вот только что вам рассказала, что буя, вот что вы от меня хотите. Я повторяю свою фразу. Ему опять это не нравится. И до меня допирает, что он хочет, чтобы я сказала эту фразу «Мирёк Чоги», да, то бишь, вот что в нем такого привлекательного, да, вот что у вас завлекло, а не просто описывать весь этот купаж. То есть я просто должна сказать, вот он привлекательный, когда танцует. То есть вот все, что я сейчас сказала, что он такой актер, что он там меняется, что просто огонь, сцена горит, это просто... Не, вот я уже тогда поняла, что с меня сейчас будут явно просить плохой корейский. Ну вот простите меня, конечно, у меня корейский действительно плохой, но не до такой степени. Я здесь 7 лет живу, и я могу хотя бы как бы на уровне средней школы, начальной, там, возможно, разговаривать, но никак не детского садика. Как бы я уже переросла этот момент. Но нет, опять же, он там нас, давайте вот потанцуйте вместе. Это мы когда мы только на свадьбе один раз танцевали вместе, вся... Ни на, каких-нибудь дискотеках вместе не танцевали, нигде. Мы постоянно как-то он в своей тусе, я в своей тусе. Мы такие, Это, конечно, странно звучит, я знаю, но все равно. Понимаете, как бы, а почему нет? Люди, как бы, знаете, тоже по-своему развлекаются. К сожалению, муж и жена одна сатана в нашем исполнении сказать точно нельзя. Мы такие, знаете, встречаемся на моменте X и любим друг друга. Что очень не нравится корейцам. Им же подавай здесь страсть, love, passion. Ну, в общем, я решила, что окей, раз вы хотите от меня что-то такого, тогда я буду просто той, кем я являюсь в наших отношениях. Я клоун. Я начала, естественно, немножко клоунадить, потому что, ну, извините, делать то, чего я не хочу, можно только обыграв это, естественно, стендапом. Показав тем, что я, в принципе, так обыгрываю все наши проблемы, там пытаюсь как-то решить проблему тем, что я, возможно, вот пытаюсь как-то пошутить, еще что-то, да, и когда я там устаю, тоже начинаются какие-то приколы. То есть я, в принципе, по жизни прикалываюсь. Я это хочу показать, потому что, ну, все у нас обычно как? Они такие классные мамы, либо такие милые, белые, пушистые, которые требуют о себе заботу, милая, дорогая и так далее. И вот тут происходит X. Они нас, значит, снимают дома, мы рассказываем историю, как мы познакомились, у нас времени нет, мы должны каким-то макаром уложить все практически, считайте, 10 лет наших отношений просто в 30 секунд. Как? Мы уже все вырезали, там чистый сухой текст был, встретились, понравились, вот потом я сюда приехала, он был в шоке, потом мне надо было уезжать, он не хотел отпускать, и вот мы вместе. Вот просто до таких вот даже моментов все сократили, в итоге попало только вот, ну вот то, что вот, да, вот мы любим друг друга, типа.
왔어요. 왔어. 먹자. 이거 뭐예요? 다이어트 제품. 저는 살 안 빼도 되는데요. 이게 뭐야? 이게 뭐야? 몇 개월이야? Я даже жрать не успела приготовить, а это было как бы по сценарию. Я должна была готовить, он должен был снимать, как я готовлю. И нифига не вышло на кадр, потому что, не надо, у нас времени нет. И мне пришлось просто в попыхах, при том, что я закупила продукты, чтобы картошечку пожарить, мяско пожарить, да, сделать салатик такой обыкновенный оливьешенька, да. То есть у меня все было готово, мне нужно было всего буквально, 2 часа. Не, у нас нет этого времени. Вот в этот момент я ему говорю, зачем вы меня потащили, вот эти 2 часа потеряли, как бы в студию, когда я могла бы уже все приготовить, вы бы пришли, сейчас просто уже остатки бы сосняли, и показалось бы, что я тут целый прям вау приготовила. А в итоге получается, что я готовить нахрен не умею, я хренакнула хлопья молока и быстренько нарезала огурчики с помидорчиками, сырчиком, вот просто вот. И это муж голодный с работы пришел. Я вот просто хватаюсь за голову и говорю, вы понимаете, что даже меня в России за это побьют? Как так мужика хлопушками, вот хлопушками после работы? Мясо мужику надо, мясо дать. А я не могу это приготовить, потому что, времени нет, цикл, товарищи. Я уже как бы напряглась, понимаю, что завтра, а это как бы 2 дня съемок было, завтра будет продолжение банкета. И он каждый раз переиначивал мои как бы фразы, делая их ниже уровнем. Меня это еще больше бесило, когда у меня целых 3 учебника корейского языка, я сейчас нахожусь на intermediate level, он просит взять меня начальный и говорить о том, что вот мне в этом интересном моменте нравится, и знаю ли я Сатури, я ему в лицо на Сатури сказала, он на меня смотрел и хлопал глазами, что я сказала, спросил он. 안녕하십니까. 그래도 부산 사투리 제일 재밌는 건데. 뭐 어떤 건데 사투리? 이게 먹고 딴데 해라 뭐랄까노 이런 거는 점점점점 이렇게 다른 사람들이 듣고 완전 벌써 사용하게 됐어요. Я такая, я сатури сказала, он такой говорит, извините, я не очень в сатури разбираюсь, а типа, что это значит? И муж ему объяснял, что это значит. Я почувствовала себя гением. Даже когда муж ему сказал как бы уже сам, он тоже на него смотрел стеклянными глазами, типа, что это значит? И он просит меня разговаривать по учебнику 1-го уровня, как будто если бы я не умела толком разговаривать на корейском языке, и я его только учу, и он мне так нравится, и я продолжаю его учить просто так. Я такая, окей, не вопрос, ребята, хорошо, я это все продемонстрировала, я это все показала, но следующий день меня просто выморозил. На следующий день мы должны были пойти на достопримечательность, которая, мы раньше там были, мы раньше в этом районе жили. Там, есть лестница. И я даже снимала эти видео, я снимала, в принципе, все, что происходило за кадром, но мой замечательный муж стер все, думая, что я все перенесла. Я об этом как раз в Инстаграм писала, что кто-то не спросил и стер. А у меня там такие моменты были, когда вот камерамен с моим разговаривал и спрашивал, что, как, чего. И вот прикол в том, что они меня повели на эту замечательную лестницу, и муж должен был меня информировать. Типа, я дура такая, ни хрена не знаю, при том всем, что по сценарию это я должна рассказывать об этом месте, что это из себя представляет. Вроде как, видите, я тэпё of Пусан, блин. То бишь я representative of Пусан, то бишь я представитель Пусана среди блогеров. Но будем честно говорить, у меня вообще-то это цель. То есть я бы хотела стать блогером, который вроде как является представителем Пусана. Я хочу быть не просто представителем, да, а вот именно гик-представителем. Многие места, даже обыкновенных достопримечательностей, очень нехило связаны даже с какой-то частью аниме или тех же самых драм там и так далее. Многие вещи снимались в Пусане, алло. И я такая счастливая, что я, по идее, об этом должна рассказывать. В итоге камерамен такой, чтобы быстрее снять, пусть он тебе рассказывает. Я такая, ничего, что я здесь 7 лет живу, да, и я знаю об этом месте, и я даже на уроке своего вот этого туристического агентства и так далее, да, о чем вы решили тоже не показывать в видео, потому что они думали, показать, где я училась, проходила курсы, где я сейчас, соответственно, работаю, да, и, соответственно, я, места знаю по Пусану, смотрите, какая умная, иностранка. Ага. И мне, муж рассказывает, соответственно, что это такое за улица, что это за лестница, с очень грустной предысторией о том, как она строилась. Знаете, это мало приятно, на самом деле, слушать, когда у тебя, по идее, свидание. Но давайте, я вот просто не такой человек, да, вот, представьте, вы на свидании, вам начинают рассказывать, а вот ты знаешь, что на эту улицу умерло 100 человек, пытаясь перейти границу, чтобы найти там еду. Да, они умерли от голода.
И вот ты стоишь на этой улице, понимаешь, что что-то, ну, как... Что-то уже не очень романтично. Что-то грустно как-то вообще-то, да? Что вот этот несчастный колодец был чуть ли не на хренозелен умирающих людей на помыться и на пожрать. И тебе об этом с такой радостью рассказывает. Смотри, смотри. То есть вот знаете, не в ключе мы пережили это, и это как бы пласт нашей истории, мы гордимся этим, мы стараемся, чтобы больше такого не повторялось. Нет, они это рассказывают с таким угнетением, что тебе уже никуда идти не хочется, тебе хочется развернуться, не смотреть вообще в ту сторону, потому что тебе уже просто грустно. Ну, я должна была показать свое, как бы, вау-лицо, но, как бы, они даже оставили тот момент, когда я развернулась, потому что меня уже начал просто брать гнев, то, что с меня хотят взять улыбку на месте, где происходило, грубо говоря, я должна сейчас выйти просто на поле битвы и ржать там. 만들면서 생긴 길이에요. 올라갈 생각에 걱정이 많죠? Не зная этого, я бы улыбнулась. Ну, как бы... Ну, извините, я, может быть, и выгляжу сугубо очень злобной личностью, и кусаюсь иногда, да, и кактус просто невероятно космический. Но многие вещи я, как бы, пытаюсь таким вот образом как раз от себя оградить, чтобы мне вот этих грустных историй не рассказывали, потому что я до безумия сердобольная, и мне неприятно такие вещи слушать. В общем, в итоге я более-менее успокоилась, мы начали снимать, соответственно, то, что они хотят, и вдруг камерамен видит, как парочка идет такая, он помогает ей за ручку, значит, держит, чтобы она такая, ну, по лесенке, понимаете, по лесенке такая, уф, такая по лесенке, да, ой, милый, я не могу, ой, помоги мне подняться по лесенке, за ручку ее держит, жара невероятная, между прочим, да, он за ручку ее держит, помогает за талию, все дела, и камера, а чего вы вот так вот не делаете, то есть вот сутки съемок, когда я рассказывала и объясняла, почему вот так вот порознь, и как бы на самом деле даже просто в лицо ему рассказала, что был прецедент, что когда я вся такая красивая, рядом с ним находилась еще в процессе, когда я училась, и он огреб осуждение со стороны социума, и я огребла. Совершенно другая история, потом как-нибудь расскажу. Он этого не понял, понимаете? То есть из-за этого мы, в принципе, как бы тоже особняками держимся на людях, да, и только вот среди каких-то более близких людей там, возможно, что-то и будет. Я там буду над ним прикалываться, он будет прикалываться надо мной, потом по лбу получит, если сильно прикалывнется, ему еще и друзья его добавят за это. Ну, как бы все нормально, все зашибись, так как бы тролли троллят троллей, да, то есть нормально, все круто, да. Вот в этот момент, да, действительно, муж и жена одна сатана получается, он этого не понимает. Вот именно вот так сделайте. Ну и мой на камеру, давай там, ой, я тебе сейчас зонтик открою, а то ты сгоришь. 부산 시내가 한눈에 내려다 보이는 풍경에 밀레나 씨의 카메라가 바빠졌습니다. 우리 와이프가 피부가 약해가지고 그런 느낌인데. 네, 저도 세계적인 스타들도 연예인 왔다 중에 갔다. 누구 보고 싶어요? Ким Ой, вы такой милый, дорогой жене зонтик открываете, ой, вы еще съемкам помогаете. Сука, не помогает. Нет, я сама все делаю, только вот сейчас ради вас, ради этих съемок он бегает со мной, помогает камеру держать и так далее. Ну, я сижу, улыбаюсь, да, конечно, если появляется какой-то момент, он мне рассказывают о каких-то прикольных местах, куда мы можем вместе сходить, либо я одна туда со всем вот этим вот в 5 килограмм, а то и в 10, потому что водичку с собой взять, чтобы, ну, как бы не кушать там, потому что, ну, дорого, а денежек мало, это сейчас я, конечно, работаю, но все равно как-то... В итоге я добралась до этого верха. Они, бедные, задыхаются, им жарко, мне нормально, я сгорела. Вот, мы вроде все сняли, в итоге получается, что в процессе съемок мы забывали, точнее, не я, заметьте, муж забывал маску одевать, а корона, и если ты в кадре на улице без маски, тебе пиздюля. Ну, как бы, надо переснимать. И вот именно из-за этих моментов мы и в первый день переснимали дофига, и, соответственно, во второй. То есть мы 2 дня снимали. В итоге, как бы, получается, что из меня сделали дурашку, которая не знает ничего о Пусане, но она здесь живет 7 лет. Она за 7 лет что-то как-то хреново выучила корейский, язык. И все очень как-то сосредоточилось по факту съемок на именно наших отношениях. И когда я дома пыталась как бы что-то сделать, и вдруг неожиданно понадобился стрим, который вообще-то готовить надо заранее за 2 часа, а у меня там проблемы каждый раз со звуком, и мне его чуть ли не по 2 часа надо налаживать, а то картинка есть, звука нет, и, блин, не.
Ну, давайте хоть так. И, как бы, кстати, кто не заметил, на Милена G Life на втором канале я оставила этот кошмарный стрим без, простите меня, самой игры, но с этим чуваком за кадром. Понимаете, они ожидали, что у меня будет такая, знаете, стандартная гейм-рум, как у многих корейцев. А я такая, знаете, все как-то уместила в одном ноутбуке. Да еще и с телефоном. И никаких признаков того, что я геймер, нету. Ой, а вы что-то какой-то скромный гик, сказал он мне. Я такая говорю, ну я не хочу заставлять свое как бы пространство. Я говорю, вы даже не заметили, что у меня на моей одежде. А это очень кричащий момент, и гики поймут. Да, что у вас на одежде? Я такая говорю, вот видите, вы не заметили. Нет, это не тренд. Потому что только, знаешь, человек поймет, оценит и скажет, что это, кто это и откуда это. А не знаешь, просто скажешь, ой, какая прелесть. И зачем загромождать? Нет, конечно, я бы не отказалась от охрененного кресла геймерского, да, только в бело-голубых тонах, который стоит почти 10 с хреном, а то и больше, а может даже 20 тысяч баксов. Да, я бы свою комнату там, которая, если бы у меня была такая комната, я бы там обставила своими замечательными, мега-супер рарными вещами. Я себе действительно как бы мечтаю такую комнату хотя бы в какой-то толике сделать, но, понимаете, ну не по факторам жизни в Корее. Это нереально здесь сделать по нескольким факторам. То есть, если будешь зарабатывать $5000, ты никогда в жизни этого не получишь. Следовательно, ты должен скромно себя вести и получать возможные свои плюшки гикские, да, из того, что у тебя есть. И я это делаю, мне нормально, но для них это мало. И я максимально уже не могу, он там пытается опять из нас какую-то парочку просто сливочно-шоколадную сделать. Меня уже просто бомбит, я еле сдерживаюсь, потому что, ну, во-первых, нам не сказали, что будут давать хоть какие-то деньги. То есть это было по факту на бесплатной основе. И ты понимаешь, что ты 2 дня всрал для того, чтобы над тобой либо посмеялась вся Корея, потому что тебя сделали дебила, да, и ты, ну, никакой выгоды для себя не поимеешь. Как минимум. Да, то есть надеяться на то, что там кто-то, корейцы, там на тебя подпишутся, я тебя умоляю. Ребят, от меня отписались. От меня отписалось ровно 50 человек после выпуска этой программы. А потом еще 50. То есть 100 просто сразу чпок из-за этой программы и в никуда. Конечно, не очень красиво было с моей стороны так рычать на этого просто камерамена, но я больше не рычала, сколько возмущалась, будем честно говорить, но меня это просто ввело в такой ступор, я понимала, что будет на выходе. Я просто понимала, что он снимал, я понимала, как они это смонтируют, что из этого выйдет, и какой идиоткой они меня сделают. Ну, в принципе, я удивилась тому, что они сделали. Они сделали все-таки более-менее нормально. Но, ребят, я после этого вот реально не хочу снова идти ни на какие работы с каналами. Потому что, во-первых, ты никогда не знаешь, как они там 10 раз на дню все переменят. И из-за короны фиг его знает, как еще сейчас все может повернуться. Эмоций будет просто градомазион. И то, что у меня минусов гораздо больше с этих съемок, чем плюсов, это тоже факт. Что ж, дорогие мои, как бы я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что мое брюзжание на замечательной улице в 8 утра вам тоже зашло. И на этом я свое брюзжание оканчиваю. Вот такой произошел пипец на съемках. И при этом всем еще нам как бы заплатили, считай, по 20-ке на нас. Спасибо. Мы потратили гораздо больше на самом деле, точнее потеряли. Что ж, на этом все. На этом я заканчиваю свое брюзжание. Извините, что получилось так долго, но, к сожалению, история просто... как бы я хоть и не разжевала все по детально, и местами это не очень круто, не очень классно, но если так подумать... Подкастик так и вышел. Теперь вы точно знаете, что произошло за кадром. Не забудьте подписаться, не забудьте показать это своим друзьям. На моем канале происходят международные, разноязыковые видосики гик-человека, живущего на данный момент в Корее. И если вы на позитивной волне вместе со мной, то подписывайте и себя, и друзей, ставим лайки, оставляем свои возмущенные не очень комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.